Здравствуйте, меня зовут Сахар. Сразу к делу. В прошлый раз я нарисовала девочек из ТикТока. Меня никто не просил, но я решила сделать это сама. И в этот раз я буду пытаться рисовать мальчиков из ТикТока. Вообще, я не рисую мальчиков и очень-очень сильно хочу это изменить. Просто девочек рисовать гораздо легче, они всегда получаются лучше. Даже мальчики чаще рисуют, наверное, девочек. Наверное? Не знаю. По крайней мере, мне только такие попадались. Это не значит, что я не рисовала мальчиков вообще. Я их рисовала, вот такие вот, например, есть, или вот такое вот есть. Но их действительно рисовать труднее. И я чуть позже расскажу почему. А пока что познакомимся с этим пареньком. Вот его ник. В тот момент был тренд «На кого из смешариков ты похож?». И мне совершенно случайно попался этот малыш. Типа он похож на Пина. Он даже накрасил нос. Я подумала, это так мило. Это грех не рисовать тех, кто так постарался и у кого такая особенная внешность. Я решила еще и со стилем поэкспериментировать, и я сначала думала сделать его, знаете, плоским, и мне было так тяжело это сделать. Ну честно, это правда трудно. Я, конечно, могу это сделать, но, во-первых, мне нравится не будет, а во-вторых, скорее всего, получится фигня. Поэтому опять идем к реализму. Я, кстати, изначально не заметила то, что у него септум там стоит, и вот. Но раз уж решила рисовать, так рисую полностью. Я заметила, что если я рисую девочек, то иногда получается, что я чуть-чуть добавляю какие-то свои черты. Ну, бывает такое. Это не потому, что я считаю себя самой красивой в мире. Просто есть такая штука, что художник, не подозревая этого, может случайно пытаться рисовать самого себя. У меня была подружка, что бы она ни рисовала, это всегда будет похоже на нее. Всегда, все, даже мальчики. А вот в моем случае мальчики похожи на моего мужчину. Наверное, случайно у меня получилось сделать непохожими губы, и они мне очень сильно напоминают губы моего МЧ. Ну да ладно, опустим это. Он уже, кстати, не похож. Я потом в конце пыталась его переделывать, и его проблема в его же глазе, в левом. В общем, я брала, даже потом смотрела, как он выглядит с правой стороны и как он выглядит с левой стороны. Два разных человека. Справа какой-то самец-кореец, а слева... Я потом это исправила, он заметно изменился, но все еще что-то не то. Я сделала его глаз больше, а там еще, по-моему, форма, и ему глаз перекрывают волосы. Ну, то есть, я просто в тот момент так сильно устала, я не хотела уже ничего переделывать. Итак, надо срочно перейти к новому мальчику. Я думаю, стоит ли его вообще представлять? Все молятся на него, разве нет? Многие в прошлый раз мне говорили, что мои работы это срисовка, обрисовка, обводка. И тут, я думаю, у меня получилось это показать, потому что я нарисовала его буквально с нуля. Тут вы можете немного приноровиться и посмотреть, как примерно я строю лица. Ну, короче, ваш знаменитый, известный всеми озвучкер, если вы, конечно, аниму смотрите. В общем, я не знала, какого мальчика взять, а он мне так недавно попался, я подумала, да ну, надо, естественно. В этот раз я, кстати, заметили, не писала никому. Ну, мол, вот, посмотри, я тебя нарисовала, похвали меня, дай мне свое внимание. Но, если честно, хотелось бы увидеть их реакцию. А теперь вернемся к нашим баранам. Я думаю, вам не нужно объяснять, что мальчики и девочки это две разные вещи. Не надо же ведь? Короче, у девочек нет растительности на лице, а у мальчиков есть усики, борода, например. И эти волосянки я в рот долбила рисовать, даже на этом пареньке. Это выглядит стрёмно, особенно когда у него есть щетина, и ты не можешь прям прорисовать волосянки, ну, вот эти вот щетинки. Но надо показать, что у него там щетина там трехдневная, хрен знает. И тебе приходится красить всю его нижнюю челюсть в синий, или в зеленый, или в фиолетовый. И это выглядит смешно. Ты ж не можешь просто закрасить это синим и радоваться. Хотя в 2D так и делают. Ну, не суть.
А еще у них черты более острые. И моя проблема не в том, что я не могу нарисовать там ему острые черты лица. Просто я из крайности в крайность. Либо он будет остро-угловатый писюн, либо он будет гладкий, такой снежный, и он уже не будет похож, наверное, на мальчика. Поэтому я хочу сама себя заставлять рисовать мальчиков почаще. Надо это исправлять. Я хочу рисовать красивых мальчиков. Да даже не красивых, мне все равно. Вы все очаровательные. Я хочу любить рисовать мальчиков больше, чем девочек. Я всегда завидовала тем людям, хотя они и жаловались. Например, художницы, которые рисуют только мальчиков, они умеют рисовать только мальчиков. И при этом говорят, у меня не получается рисовать девочек, у меня всегда получаются просто мальчики с какими-то накладными сисечками и с длинными волосами. Дорогуша, лучше бы я это нарисовала, это было бы круче, это было бы забавно. Блин, надо нарисовать Верку Сердючку, сука, я знаю. Блин, это же будет самое простое. Будет здорово. Он у нас отрос, а я, как вы уже поняли, не хочу рисовать бородки всякие, усяшки. Поэтому я нашла вот такого ТикТок, сделала скрин, и он тут напоминает мне, не знаю, Божью Матерь, какую-то святую мать Терезу. Я подумала, господи, да это же идеально! И оказалось, что это немножко слишком идеально. Вот видите, мне так сильно понравилось это рисовать, что я пыталась его улучшить. И какой-то он слишком женственный получился. Его губы как будто бы немножко накачались, или они слишком какие-то целовательные, не знаю. И не знаю, мне стыдно. Я нарисовала его, наверное, слишком милым. Мне кажется, может быть, он даже больше не похож уже на мужчину. Я просто хотела, чтобы все выглядело мило. Ну да, пофиг. Мне понравилось с волосами играть на самом деле. И когда их рисовала, они выглядели седыми. Вот эти все кучеряшки, локоны. Это так здорово. Мне кажется, рисовать волнистые волосы гораздо интереснее, чем прямые. Хотя прямые проще, но выглядят они, наверное, слишком плоско. Естественно, я много обрезала, потому что нафиг вам смотреть полчаса, как я рисую только один портрет. Блин, я ему еще как будто улыбочку перерисовала. Ах, как неловко. И самое поганое то, что каждый раз, когда я сохраняю свои работы, они сохраняются самыми насыщенными, самыми желтыми и самыми мерзкими, которыми они могли только быть. И потом мне приходится в телефоне вручную убирать эту насыщенность, делать лица холоднее, делать работы более хладными. Да, ну что ж поделаешь, приходится. Ну а теперь мы можем смело посмотреть на то, какие мальчики у меня получились. Надеюсь, все хорошо. Никто на меня не обиделся? Нет? Пожалуйста, не обижайтесь. Если вы получились не похожими или слишком женственными, то, сори, наверное, я хотела вас приукрасить. Сама того не желая. Почему мой организм не хочет рисовать мужчин более мужественными? Это ж типа круче, нет? Я выполнила свои собственные условия. Сама придумала себе челлендж и сама его выполнила. Как весело жить без друзей. Вау. Сам себя не развлечешь, никто не развлечет. Развлечет. По крайней мере, самое главное то, что мне понравилось их рисовать. Значит, в будущем я смогу это повторить. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хочу рисовать больше мальчиков. Это прикольно. Хочу, чтобы у меня принимали заказы мальчики. Я могу наконец-то отдохнуть. Короче, мальчики, встаньте рядом. Покажитесь. И с этой стороны, вау. А это значит, вот.